Музей Рахми Коча давно был в моем списке желаний, мест, которые я хотела бы посетить в Стамбуле. И в этот визит в Стамбул – это первое место, в которое мы отправились. От отеля, в котором мы остановились, Long Stay Istanbul, что в Таксим. Мы поселились здесь из-за близости отеля к музею и другим интересным местам. Проложив по картам Google маршрут, мы спустились к остановке Тарлабаши и дождались самого первого из предложенных картами автобусов 36Т, 38Т, 54HT. И ехали 12 остановок, это заняло 15 минут. До остановки Кёрмизи Минаре. Вот слева здание и напротив через дорогу справа это территория музея. В том здании, что слева, мы побывали на интереснейшей выставке кукол и морской техники. Смотрите видео. Почем билеты? 35. По 35 лир. В интернете по 30 написано. Вот идем. Гириш Entrance. Вход. Обратите внимание, вот казалось бы беспорядочно сложенные вещи, но когда вот поворачиваешь за эту экспозицию, то вырисовывается портрет, который, кстати, невооруженным глазом не определить. Вот через объектив телефона сразу же виден этот портрет. Ну, вы догадались, чей это портрет? Это портрет Ататюрка. Через объектив портрет получается. А если смотреть глазом невооруженным, то не видно. Не видно портрета. Как выложили Ататюрка портрет. Рахми Мустафа Коч – турецкий бизнесмен. В 2016 году он был в списке Forbes на 906 месте. Мустафа Рахми Коч – член самой богатой династии Турции. Идея создания одноименного музея возникла после посещения Рахми Кочем музея Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган, США. Для создания музея были выкуплены два исторических здания на берегу Золотого Рога. Одно здание первоначально использовалось для доливки якорей и цепей для Османского флота во времена правления султана Ахмеда III. Второе представляло историческую верфь, основанную в 1861 году Османской морской компанией для обслуживания и ремонта собственных судов. По этому зданию мы сейчас с вами ходим. В музее много интерактивных таких экспозиций. Вот сейчас планета Земля, у меня есть такое отдельное короткое видео по этому земному интерактивному шару. Туалеты бесплатные для инвалидов, для мальчиков. Наверное, где-то для девочек есть. Ах, да, вот рядом для девочек. Вот сейчас мы проходим коллекцию устаревших компьютерных машин. Территория очень большая музея, очень много экспозиций интересных, и поэтому захотелось все показать, всем поделиться. И у меня вот есть целый цикл видео. Особенно очень сильно поразили машины, ретро-машины. Тоже есть у меня много видео ретро-машин. Вся техника в музее находится в идеальнейшем состоянии. А это сейчас будет блок, в котором показано, как работает привычная нам бытовая техника. Это изобретение человечества? Смотри, смотри. Ну.
И что? Как происходит все это? Показано. Показано, как все это происходит, как это все работает. И как влияет на окружающую среду. Посудомойка. Какая модель? Посмотрим сейчас. Я нажала кнопку, да, но пока ничего не происходит. Не. А, вон, поехал. Коротыш. Так, А ну, ко мне езжай. так. А, вот самолетик полетел. Или птичка. Птичка полетела к тебе. Где? А вон беленькая, маленькая. А, вот. Да. Капец. И все, ты вокруг прокатился, и все. И это все. Такая модель самолета. А вот натуральный самолет. Военный. И звуки слышите на видео? Это вот называется вот так вот. Этот самолет. Кто в теме, тем, кто в теме, очень интересно. Это экспозиция, посмотрите, это идут снаряды к этому самолету. Страшная штука. Это вот элементы. А вот летчик.
такие элементы. Механизмы, да, корабельные? Это что? Мне кажется, это отрицательный, положительный, а компас стоит. Это получается мы как... Это подводный корабль или нет? Нет, закрутка капитана. Угу. Капитан вот трудится. Для мальчика он будет отделивать. Да. А это кто? Второй помощник капитана. Угу. Радист. Радио у него. Это вот можно покрутить штурвал, да? Капитанский мостик. Угу. Обзор. Перед ним как море. Да, ты прав. Вот перед ним Да. компас перед ним. Да, да. Это направление. Угу. Ну, Серег, меня здесь на капитанском мостике. Фото? Слушай, люди умели строить в 1891 году. 1891 макет. В лаптях ходили, типа рассказывали. Да. Такая модель. Мафия американская. Как прочитать? Ремерк моделей. Не пойму, это что? На каком это? На турецком. Модель какого-то автомобиля красивая, длинная. Курьер. Перевозят курьер. Вот такая курьер. С прицепом с таким вот. Обалдеть. Рядом вот такая модель. Эта модель уже покрупнее. Вот моя рука. А вот какие модели. Вот такие. Мечта коллекционеров, которые коллекционируют вот такие мини-копии. Здесь их очень много. Каждую рассматривать можно долго, но классная. Это интересная коллекция колясок детских. Вот, посмотрите, вот такая. Не знаю, какой это год. Не указано. И вот далее. Детские всякие стульчики. Ну, вообще-то, конечно, это больше как коляски, потому что все с колесами. Деревянные и металлические, из кожи. И вон вельвет. Такие, как игрушечные. А рядом с ними коллекция таких вот стульчиков маленьких, детских. Вон меньше, 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 как в сказке про 3 медведя. Да, таких малепусеньких. А вот посмотрите, велосипеды такие вот старинные. Такой вот цирковой, наверное. Пенни Фазинг с таким огромным колесом. Вот такой.
полностью металлический. Он тяжелый. Все из металла. Это вот детские. Тоже нелегкие из металла. С деревом есть уже тут соединены. С лошадками. Ну, здесь вот есть года каждого из них. Под номерами указан. Лошадки. Такая с лошадкой. С плетеными креслами. Это какие-то как повозки. Тачка. Вот тоже вот под номерами моделей 1909, 1904, 11, 25 годов. Такие вот средства передвижения. Здесь цепь, как велосипед. Здесь, походу, тоже так. Цепи. Такой автомобиль подвешен. Вот в форме паровоза. — 1930. Вот велосипедов еще сколько подвешено вверху. Посмотрим здесь, работает тут что-нибудь или не работает. И здесь нажмем. Такая экспозиция большая. Нажала 2 кнопки, посмотрим. Это оно все, что крутится. А есть будет что-нибудь? И еще 3-ю нажмем. И все? А что такое? Почему не все? Никто никуда не движется. Музей нам очень понравился. Мы сюда обязательно вернемся еще раз. И рекомендуем вам посмотреть, если вы будете в Стамбуле. Но для этого планировать весь день и с утра с новыми силами, поскольку очень много экспозиций и очень сильно устаешь от переизбытка эмоций и впечатлений.